Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GvardUI. Так, я тут вижу есть импреска, это означает, что правильно, в новом патче я хочу сыграть на шаманах, поэтому погнали. Ой, какие тут реликвии есть. Короче, присаживайтесь все поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. И, ребята, я хочу напомнить, до Нового года осталось, ну, меньше... А, не, какой меньше? Не, ну меньше 20 дней осталось. Ну, по факту меньше осталось. Короче, меньше 20 дней, а мне нужно 450 человек до 3000 подписчиков. Ну давайте, помогите мне все-таки достичь этого. От вас лайк и коммент. Все, больше вам и не нужно еще сделать. И огромнейшее вам спасибо за это. И, ребят, у меня важная для вас новость. Ну, во-первых, опа, пандочка, сюда. Во-первых, я только что хрень сделал. Хотя нет, не хрень. Ну, короче, хотел гоблина-убийцу, короче, купить, но что-то не пошло не по плану. Ну, ладно. Может, сейчас у меня гоблин-убийца вообще на третьем раунде будет в 2 звезды, так я вообще максимальный инкам сделаю себе. Максимально хорошую экономику. Держим сейчас за меня кулачки, чтобы эта панда, чертовка, принесла мне нефритового генерала. Потому что не факт, что здесь в этой игре будет дизраптор. Поэтому держим за меня кулачки. В общем, старт пока что мне многообещающий пока что старт. Но посмотрим, как оно будет. Потому что мы все прекрасно знаем, что старт он может быть любой. А вот концовка... Ой, какой плохой. Так, сейчас надо выйти в экономику хорошую. Шапку-ушанку сюда. Сюда. А не понял. А как так? А как у меня гоблин-убийца? Он же баунти-хантер. Он у меня будет гоблин-убийца. Я не могу его называть хантом. Не могу, ну не могу, не знаю. Ну не крутится на языке. Я столько времени на него говорил, что он гоблин-убийца, что у меня, знаете, это уже в голове. Понимаете? В голове. Так, сейчас подождите, после этого раунда я сейчас немножко сосредоточусь на своем старте, как я лучше буду поступать и тому подобное. О! 2 улучшения, но я так надеялся, что это не темный лорд мне упадет, если честно. Я очень надеялся, что это не темный лорд. Но зато мне упали молнии, молот грома. И возьму уровень немножко себе сразу. Потом, если выиграю раунд, я продам кого-нибудь. Наверное, ЦМ-ку продам. Либо же Тинкера продам. Ну, посмотрим. О, а там я вижу уже скиллуха. Там уже Тинкер 2 звезды, Клоквер 2 звезды. Будет круто, если он еще и ШД себе возьмет 2 звезды, так это вообще будет печально для меня. А если он еще и халявные роллы получит, то там забей. Короче, несколько важных новостей для вас. Во-первых, сейчас я играю в новом патче. До этого я несколько дней выкладывал... Опа, сюда. Да, вот так сделал. До этого я выкладывал несколько роликов со старого патча. Почему? Потому что, во-первых, у меня не было вообще возможности никакой отснять для вас контент по свежему патчу. И второй момент... Давайте я сейчас сразу несколько новостей. Это не важные новости, но все равно. Короче, ближе к теме. Вопросы по скиллу? Вопросов нет. Вообще ни грамма. Да, сильно у него устал. Ну ладно. Во-первых, новый патч. Я не буду делать по нему обзор, потому что там, ну, обзор минимальный. Если вы хотите почитать по поводу изменений, то зайдите в мой телеграм-канал. Я там делал скриншоты. Ну, как скриншоты? Новость выложил именно картинками. Поэтому заходите, читайте. Ну, и как раз, соответственно, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Естественно, потому что там тоже хотелось бы мне как-то достичь 1000 подписчиков. А то, как-то, знаете, 400 человек там подписалось, и все, и как-то на месте топчемся. Там у нас чат комьюнити есть, если что. Общаемся, делимся всякими эмоциями. Ну ладно, короче, все, по важным новостям. Во-первых, как я уже сказал, я обзор на патч делать не буду, там нет смысла. Там реально, ну, минута 2 будет. Но смысл мне такой ролик выкладывать, смысл вообще тратить на это время. Вот, второй момент. Сейчас это каточка с нового патча. И третий момент... Хорошо. И третий момент, это то, что я создал второй канал. И на втором канале я выкладываю свои ролики без комментирования. То есть у меня бывают иногда такие дни, где я могу поиграть, но не могу записывать для вас именно свое комментирование сверху еще игр. Поэтому, кому это интересно, в комментариях будет закрепленная ссылочка на мой второй канал. Вот. И, соответственно, в телеграм-канале я тоже выложил запись с этим. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь, не стесняйтесь, я буду очень рад этому. Вот. И что-то еще хотел только что сказать такое, вот прям на языке вертелось. По поводу стримов. Сейчас вот, кстати, будет ответ на несколько вопросов, куда делись стримы.
Ребят, все просто. Я работаю сейчас без выходных. У меня 14 смен. 13 смен. Вот это я красавчик, конечно. У меня 14 смен подряд. С 8 утра до 8 вечера. И, соответственно, я не могу пока что проводить стрим. У меня тупо личного времени не хватает на то, чтобы поспать. Ну, блин, ну какая Мирана. Это боль. Но жицы, кстати, падают хорошо. Еще и яйцо упало. Это я яйцо придержу. Пригодится. Пригодится. Явно пригодится. Марси поставлю свою любимую, потому что у меня, во-первых, синергия кунг-фу есть. Кунг-фу. А то как-то, знаете, фразу эту только что прохавал немножко. Вот. Поэтому у меня личного времени не хватает на то, чтобы просто нормально поспать. Ну, я думаю, вы прекрасно меня поймете. Я решил в этом месяце прям хорошенько, плотно поработать в декабре, чтобы получить потом в следующем месяце огромнейшую котлетку. И, ребят, я там говорил, кто может, станьте спонсором моего канала. Вот кто может, там 34 гривны стоит подписка, поэтому кто может, милости прошу. Я стараюсь своих спонсоров радовать ранним доступом к роликам и все такое. Все. Огромнейшее вам спасибо за то, кто подписывается на спонсорскую программу. Мне очень приятно, правда. А как я его выиграл? Ой-ой-ой. Ни грамма не жалею о том, что я поставил себе Марси. Просто идеальный керри, идеальная Марси, идеальная кунг-фу. Обожаю. Просто у чувака такой был огромный стол, но по итогу у меня в Марсе его тупо ваншотнуло. Блин, мне так тинки хорошо идет, еще и инча есть, блин. И хочется и инчу купить, чтобы как бы ее заабузить и получить монетку. Ну ладно. Блин. Ну блин. Короче, почему я хочу записать вот именно шаманов в текущем патче? Во-первых, по моему мнению, сейчас шаманов стало намного проще собирать. Это во-первых. Во-вторых, намного проще накидать шапок во всех шаманов. Это во-вторых. И в-третьих, ну, реально шаманами стало проще играть. То есть у тебя сейчас солнечный шаман находится в 3-м тире. То есть он находится в 3-м тире, и, соответственно, из-за этого стало намного проще реализовывать шаманов даже через 3 волшебников. Ну, короче, по кайфу. Тут я, к сожалению, проиграл. Блин, ну я так рассчитывал на то, что я не проиграю, если честно. Я так хотел быть с винстриком. Я думал, что у меня будет идеальный старт. Но, как назло, все пошло не так, как я хотел. Но это бывает, это жизненный момент. Я уже давным-давно забыл, когда у меня был идеальный старт. Короче, у меня идеальных стартов в каждой игре минимум. Я, кстати, вспомнил одну из самых важных новостей, которую я вам хотел сказать. Я сейчас в своей любимой черной футболке нахожусь. А это означает, что? Правильно. Игра, соответственно, должна у меня пойти как по маслу. Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, что она так и будет, а не как-то и поиначе будет. Вот такая у меня была еще одна важная новость для вас. Это именно по поводу футболки. Да, я, к сожалению, не побрит, но зато я подстрижен и красив. Просто такой... Прям вот смотришь на меня и кайфуешь. Просто кайфуешь. Итак, у него есть панда. Он ее почему-то не ставит. Но я уверен, что если он поставит панду, ему панда придет быстрее, чем мне. Вот есть у меня вот такой вот моментик. Моментик есть. Ладно, по поводу шаманов перейдем. Я считаю, что в текущем патче их, соответственно, стало намного легче собирать из-за того, что, во-первых, шапка в 1-м тире. То есть ты можешь эту шапку накидать во всех своих шаманов из-за того, что она в 1-м тире находится. И, соответственно, твои шаманы будут намного дороже вылупляться. То есть они, по сути, понерфили солнечного шамана, но при этом они бафнули во всем остальном шаманов. Если бы они еще, конечно, починили тот момент, который дает дублирующие предметы, им цены бы не было. Но это я уже слишком многого хочу. Это же маленькая инди-компания. Они в какой-то момент выпустили патч с фразой о том, что типа, ребята, дублирующих предметов больше не будет. Зубы даем. Они дают, не я даю. Для них это недорого, судя по всему. Вот. Но по итогу все равно дублирующиеся предметы появляются. И поэтому я хочу вам показать именно билд шаманов, как они себя раскроют в текущем патче, и поэтому мы целенаправленно их собираем сейчас. Я, правда, надеюсь и держу кулачки на то, что мне придет нефритовый генерал. Либо пусть кому-то упадет нефритовый генерал, вылетит из игры, а я этого нефритового генерала куплю, соответственно, из магазина. Он, естественно, хрен не придет, но надежда умирает последней, правильно? Надежда умирает последней. Вот. Еще что хотел сказать.
Да, по сути, все на самом деле. Поэтому шаманчики, шаманчики и шаманчики. Меня как раз просили там ролик по поводу шаманчиков собрать. И да, ребят, я все комментарии читаю, если что, на все комментарии отвечаю. Я видел, которые мне там попросили сборки позаписывать. Я их запишу, не переживайте. Кстати, и еще почему мне очень нравится Марси. Во-первых, это из-за того, что она накидывает очень много тычек. Во-вторых, у меня есть предмет. У меня есть предмет молний. Ёлки-моталки. Как мне не хочется сейчас брать рок войны, поэтому я возьму минус броню, но рок войны я скипать не буду, потому что в этой игре есть эмпреска. И я планирую эмпреску делать еще и керри сверху. Не понял? Не понял? Там чел тоже будет на лустрике играть или что? Чё он распродается там? Я надеюсь, что на лустрике он не будет играть. По крайней мере, я хочу в это верить. А, у него реликвия кабанов. Самая тупая реликвия на свете, которая только может быть. Но, судя по всему, никто не будет играть через аптечку священника, поэтому это, соответственно, сделаю я. Этот зловещий смех. Ну, короче. Меня еще просили поиграть именно через цвет. То есть через цвет, который прыгают. Ребят, я все это помню. Я списочек себе обновляю. Поэтому спасибо вам за предложение. И, соответственно, кто будет еще накидывать предложение, накидывайте, не стесняйтесь. Я буду только рад. Буду только рад этому. Вот. Ну все. Аптечка священника поехала реализовываться. Мне бы еще баф людей бы сюда. И вообще цены не было. Вот серьезно. Может, мне сейчас Марси в 2 звезды придет. Вот. А, я ж не договорил по поводу Марси. У меня есть молнии. А Марси не зависит от скорости атаки. Она больше зависит от того, как она быстро заюзает свою ульту. Да, там Марси подрезали, вы хотите сказать. Но на самом деле, ребят, да, не подрезали. Это по факту. Но незначительный нерв. Ладно, значительный нерв, но он не повлияет на игру, я больше чем уверен. Я на самом деле... Хотите, давайте я Марси в текущем патче вам запишу. Вот что думаете? Напишите в комменты. Ух ты. Ух ты. ДК? Ух ты. Ничего себе. А что, так можно было? Я, короче, если что, сейчас лишние фигуры убираю со стола. Мне нужно, чтобы мой стол был максимально слабым. Чтобы я максимально быстро вышел в 8 уровень. Опа, чирик! На 6 уровне ему панда принесла лешего. Серьезно? Не, ну вопросы по скиллу не имеются. У вас вопросы есть к скиллу? У меня нету. Итак, пандочка, давай, принеси мне, пожалуйста, нефритового генерала, а не более разочарования, как это ты обычно любишь делать. Работаем. Мы с тобой, ну, работаем. Я вот, видишь, я на тебя смотрю. Так что давай, работаем, я говорю, Олег. Олег, работаем. Все, я его замотивировал. Сейчас он мне принесет нефритового генерала. Верим. Вы спросите, как играть через шаманов. На самом деле, кстати, я еще одну панду поставлю. Я, конечно, ну, не на самом деле, 2 разные панды, это работает. Серьезно, это работает. Особенно, если вы закинете в одну панду клевер, а во вторую не закинете клевер. Это 100% работает. То есть, каждая панда имеет свой шанс выпадения, точнее, срабатывания синергии пандаманов. Вот. Я это уже проверил, я множество раз играл, я специально тестировал, я ставил по 2 панды, по 3 панды, то есть разнообразные панды ставил. Короче, каждая панда имеет свой шанс на срабатывание синергии пандаменов. Поэтому, ребята, если вам падает 2 пивные панды, мы, соответственно, ставим 2 пивные панды. А можно вам на 6 уровне не будет падать антимаг, пожалуйста? У меня глаз телепаться начинает такой скиллухи. Но я надеюсь, я буду намного скилловее вас. Есть сомнения. Но надеюсь. Надеюсь. О чем я говорил? О чем я говорил? О чем я говорил? А, меня спрашивают, как играть на шаманах. Ребят, шаманы — это самая простая сборка. А если в игре есть еще и импреска с дизраптором, то забейте. Что вам нужно? Вам нужен рок войны в импреску 100%, потому что суммон импрески, который будет, он будет... Боже, был бы я... Если бы сейчас никто не спал бы, боже, я бы заорал во всю горло о том, что я самый счастливый человек на свете. Бог ты мой. Мне, во-первых, пришло 2 шамана, так мне еще и упал нефритовый генерал.
Я в это не верю. Это миф. Это миф. 100% это миф. Такого быть не может. Чтоб мне так пришло. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая красота. И еще шапка. Мне на самом деле там блинк нужен, но я возьму шапку. Потому что я хочу, чтобы у меня нефритовый генерал как минимум кастовал свои станы. Вот что я хочу. В общем, я говорил о том, что типа... Если есть импресска и дизраптор, то это имба, не шаманы будут. Особенно если ваш дизраптор. И старайтесь сделать так, чтобы ваш дизраптор кастовал свой сайленс. Особенно если у нас 2 звезды. Потому что у него самый долгий сайленс в игре. Дольше только у Дума. Но Дум делает таргетный сайленс. А дизраптор делает массовый сайленс. И соответственно, этот... А можно не будет солнечный шаман падать? Пожалуйста. Мана еще упала. Ну ладно, это мы потом паролим. Просто прикиньте, 2 солнечных шамана заспамилось. Так, ух ты. Ну блин, хочется ЦЦ ветку взять и баф людей поставить хочется. Все хочется. И то хочется, и это хочется. Так, агра продаем. Это делаем так. Это делаем так. Но пивную панду можно уже продать. Я сделал то, что я хотел. Ну, одну пивную панду продаем, одну пивную панду оставляем. И делаем так, потому что мне нужен сильный стол на 20 раунд. Потому что если у меня сильного стола на 20 раунд не будет, ох, как у меня зубы отлетят. Да, самый лучший предмет упал. Так вот, если есть в игре импресска, мы делаем следующее. Мы керим импресску. Рок войны первого тира обязательный предмет в импресску. Второй момент. Если вам упали арканцы, арканцы это тоже обязательный предмет под импресску, потому что вы поставите баф цвет, и у вас будут появляться 3 импресски, которые будут активировать арканцы. Соответственно, они будут активировать свои арканцы, и все, и жизнь удалась. Просто плюс 60 маны для шаманов со старта. И насколько мне память не изменяет, то там еще 20 маны накинется сверху, и все, они кастуют сразу свою способность. То есть 5-ю часть, 4 части маны они заполнили, то есть 80 маны. Все, они сразу кастуют свою способность. В этом плюшка шаманов. То, что им не надо до 100 маны 100% добивать. Они кастуют свою способность, не добивая до 100. Это вообще кайф. Вот это серьезный кайф. Так вот, ставите импресску, ставите арканцы и закидываете. Мало ли того, что с помощью активации предметов она начинает перевоплощаться. Это раз. Она когда перевоплотится там в шамана будет, так при этом она еще юзнет арканцы сверху. То есть в радиусе там 3 клеток все получат арканцы. Вот этот вот предмет. Вкусный. Вот. В радиусе 3 клеток получат все плюс ману. Я ж надеюсь, этот раунд я не выиграю. Не выиграю. Пожалуйста. Инсектоид, кстати, собирается. Я надеюсь, что я успею шаманов собрать к тому времени, чтобы чел не вынес меня на своих инсеках, потому что инсеки это такая сборка, которая может тебе в моменте минус 50. Блин. Минус 50 прописать. Кунга, кстати, упал. То вместо собаки закину, чтобы поставить себе синергию рыцаря. Ну пусть будет. Вот. Керим импресску. Закидываю в нее после какого-либо предмета активации. То есть у вас должен рок войны быть обязательно. У вас должен быть, соответственно, предмет на активацию. То есть это может быть блинк первого тира. Это, соответственно, может быть медальон второго тира, потому что он сейчас активным предметом считается. Это, короче, любой активный предмет закидывайте в импресску, чтобы она просто перевоплощалась. Идеально это арканцы. Лучше придумать невозможно. Серьезно, вот арканцы это самый имбовый предмет, особенно под шаманов. И особенно если вы хотите, чтобы ваши шаманы сбрасывали свою способность, то есть активировали свою способность. И когда ваши все шаманы активируют способность, то забей. Там невозможно почти выжить. Невозможно, это миф. Разваливает, будь здоров. Кстати, сейчас цветку поставлю. А вдруг? А вдруг мне повезет? Это, конечно, не факт, но вдруг. Надежда умирает последней, мы это помним, да? Там, кстати, чел хочет сыграть на полуорках. Интересно. Ну, там инсек головного мозга собирается. Помянем его. Вот. Керим импресску. И если есть возможность, и у вас упал дизраптор, то в него мы тупо закидываем ману. Вот. Кому нужно закидывать шапку? По сути, всем шаманам нужно закидывать шапку до определенного момента. Легендарка двухзвездочная не требует этой шапки. То есть вам эта шапка в легендарную фигуру 2 звезд не нужна. Ее нужно будет перекидывать в какую-либо другую фигуру. Но если в ваших фигурах все есть шапки, шапка, если что, стакается 1 раз.
Не 2, не 3, а 1 раз. То есть одну шапку закидываете и все. Потому что это уникальный пассивный эффект. Запомните. 1 раз шапка стакается. Плюс 1 ценность продажи вы повысите. И часто, кстати, задают вопрос о том, что такое ценность продажи. Простите, пожалуйста. Немножко фляга потекла. Так, вот эти лишние фигуры продаем. Эти фигуры не лишние ставим. Инвокер есть в игре. Ух ты. Вот это подгон, да? Царский. Так, подожди. Сюда. Сейчас же нефритовый генерал дороже, чем солнечный шаман. Я что-то туплю немного. Так, рок войны берем. Все. 10 уровень на 20 раунде. Сейчас еще баночки заюзаем. Надеюсь, что мне баночки нормально хп восстановят. Сейчас у меня 18 хп. Но посмотрим, сколько они восстановят. Я надеюсь, что нормально восстановят. Хотя бы там хп 40 будет. 50 желательно. Ох, стань. Ой, как хорошо станчики прилетели. Отлично. Ой, темпларочка упала. Хорошо. Тут, кстати, есть аппарат, есть инвокер. И я этих ребят хочу. Кстати, сумку пандамена берем. Если что, то сумка пандамена не влияет на ценность продажи для перевоплощения шаманов. Вообще не влияет, запомните. Потому что тоже некоторые там иногда говорят, типа, ну что влияет. Нет, оно не влияет, ребят. Вообще ни грамма не влияет. Инвокер оставлю. Апаю сейчас вот так вот нефритового генерала. Ух ты. Ух ты. Варлок пришел. Отлично. Не, ну что-то как-то... Вот это я понимаю, сейчас мне легендарки сыпятся. Так, у меня 43 хп, было 18. Сколько восстановил? 25, по-моему, да. 25 восстановил хп. 25 хп восстановил. Так, рок войны я отдам тебе, потому что в Варлока я особо не верю. Пусть он сейчас стоит. Ну да. Ну да. Кому же еще упадет импресска, как не инсеку на 8 уровне с помощью шлема Ареса? Даже не знаю. А вы знаете? Я вот не знаю. Кринж. Ой. Полуорки. Кстати, вот сейчас и по минусам поговорим чуть-чуть попозже. Хотя и сейчас можно. Минус шаманов. Во-первых, 2 секунды перевоплощаются. Это самый огромный минус шаманов, то, что они 2 секунды перевоплощаются. Им нужно время для перевоплощения, и им нужна мана для перевоплощения. И, соответственно, это огромнейший минус шаманов. Но когда они перевоплотятся... я думал, винстрик заберу. То там забей, там начинается развал. Ой, ребята! Мне панда принесла импреску. Обожаю. Еще инвокер идет сверху. Да ты шо, ты глянь, это просто... Это... Не, все, это моя игра, ребят. Забейте. Вот теперь точно забейте. Это тупо моя игра. Сейчас такой развал будет. Ой-ой-ой. Я им сочувствую заранее. Я, кстати, возьму морскую волшебницу. Может, там упадет тайт, чтобы время потянуть. Минус шамана в том, что им нужно перевоплощение. Для того, чтобы им перевоплотиться, им нужно 2 секунды. И, соответственно, скинуть свои способности, либо же предмет на активацию. То есть блинк нужен. Боже, какой инвокер молодец. Вы посмотрите, что делает инвокер. Сколько он своих форжей наспамил. Сейчас, кстати, надо будет расстановку поменять немного, потому что они там в углу. Им тесно. Им тесно, их нужно посунуть будет сейчас. Текс, текс, текс. Вот так, вот так. Импресску наперед немного поставим. Леший, спасибо, не надо. Маги там собираются. Кстати, 9 магов еще очень плохо работает. Очень-очень плохо для шаманов. Потому что, когда 9 магов закастуют свою способность, то сработает обледенение. А обледенение, это, соответственно, сбрасывает перевоплощение шаманов. То есть они 2 секунды мало для того, что перевоплощаются, таким еще и это перевоплощение можно сбить. Это вообще трэш, на самом деле. И из-за того, что им избивает это перевоплощение... Я ж надеюсь, мы уничтожим этого инсека. У меня 3 инвокера. Давай, форжей, форжей. Окей, форжей еще форжей. И подбрось. Отлично, отлично, красавчик. Ой, хорошо. ЕМП закинул. И форжи. Ой, красота. Боже, как хорошо. И вот, кстати, блинк. Мне нужен блинк, потому что у меня сейчас импресска не перевоплощается. Квапа, темпларка там была найдена. Нормально.
И это все у чувака, который на 7 уровне ролится. Прекрасно. Ну, скилл. Горный вождь сюда. Еще один горный вождь. А можно импресску? Пожалуйста. И дизраптор, может, последним слотом упадет. Короче, у шаманов есть свои минусы. Но на самом деле эти минусы, они, ну, слезы. Слезы, потому что у тебя плюсов больше, чем минусов. Вот и все. Ну, но вот все-таки, когда против тебя 9 магов и много контроля, то там забей. Там очень больно становится. Очень больно. Потому что обморожение, все, ваши шаманы не перевоплощаются, магический урон очень сильно прилетает, ну прям печально становится. Минус 28 сюда, эту прикормку. Так, вот это мы скипаем. Шапку берем. Естественно. Квапа еще пришла. Боже, омник идет. Жалко, что омник последним слотом пришел. Ну ладно, омник мне не нужен. Яйцо. Блин, ну я... Ой-о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 й, это забей. Все, и аппарата вот так вот тапаем в 2 звезды. Что может быть лучше? Вот на самом деле сейчас у меня сборка стоит чуть ли не сильнейшая под шаманов. У меня был ролик на канале, где у меня была сборка намного сильнее. Эта сборка называлась 5 драконов, 6 шаманов. Но сейчас эту сборку, ну, нереально собрать. Я не знаю, что должно произойти, чтобы сборка эта собралась. Боже, арканцы упали. Не, это идеальная игра, ребят. Это идеальная игра. Еще есть... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это забей. Это тупо забей. Мне настолько хорошо идет, что я даже не могу вам озвучить свои мысли. Прикиньте, насколько мне сейчас хорошо идет. Я в шоке, если честно. Мне это кольцо вообще надо переделать будет. Пусть пока будет, но я планирую в дальнейшем переделать его, потому что у меня есть как бы арканцы. Плюс 60 маны, пару тычек, и они сразу начинают кастовать свои способности. Короче, кайф. Инвокер. Боже, может у меня инвокер в 3 звезды соберется, раз он мне так хорошо идет. У меня сейчас будет 1 000 000 урона. Боже, ну инсеку там по импресске вообще везет, вы посмотрите. 2 импресски у него. Нет слов. Ой, на самом деле... Жалко, что у меня еще одного рога войны нет. Я бы очень хотел закинуть этот рог войны в инвокера, но я его, к сожалению, рельнул. На 30-м раунде, кстати... Можно сумку Панамена будет найти. Вот, кстати, минус шаманов сразу, смотрите. Если бы у меня сейчас не было инвокера, я бы уже откис этот раунд. А Винстрикса бью? Забейте. Не, ребят, это просто моя игра. Я не могу сказать иначе. Это тупо моя игра. Тут ну, нечего добавить. Слишком все хорошо. Понимаете? Слишком. Еще один рог войны упал. Тот, который мне необходим. Прикиньте. Чем уже томника скипнуть? Хотя норм. Можно пока. Хотя может не скипнуть. Там есть просто ящик азарта еще. Есть сумка Пандамена. Ой, сумка Пандамена. Мастерская бума. Короче, плюсов у шаманов море. Контрить шаманов тоже легко. Обморожение, любой контроль, все, шамана не перевоплощается. И третий минус, то, что когда ты играешь на шаманах, полный рандом. Все зависит от того, какие тебе фигуры придут. Если тебе приходят фигуры, ну извини меня, не очень, вот как ЦК мне сейчас пришел, да, то забей. Урона нет, уничтожать ты никого не можешь. Тут мне упал еще сверху нефритовый генерал, поэтому тут я спокойно уничтожал. Поэтому вот, ребят. Типа шаман это классная сборка, но слишком рандомная. Слишком. Рандомнее быть не может. Надо ролиться. Прикиньте, мне одного шамана не хватает. Одного шаманчика не хватает. Все, вот так вот сделаю. Мне нужен один шаманчик, чтобы собрать в 3 звезды
Вот этого шаманчика. Раста. Это Раста из Доты, кстати, если что. Кто вдруг не знает, это из Доты Раста. Он накидывает свою жабу, все дела. Боже, одного шаманчика мне не хватает, одного Раста. А ну-ка, иди сюда, инсек. Иди сюда. Смотри, что я сейчас с тобой сделаю. Боже, ты будешь плакать. На! А нефритовый генерал таких любит инсеков. Знаете, почему любит? Потому что он кидает свои камни и будет их кидать до того момента, пока у него скилл откатывается и мана есть. Все, аннигилировал. Я надеюсь, я тебя сейчас выкину из игры за один раз. Ты не должен играть в эту игру. Все, кто играет на инсека, должен страдать. Домой! Еще и шапка упала. Еще и хитрец упал. Ух ты, хорошо. Так, шапка у меня есть почти во всех. Тебе закину. Минус броня мне нужна? Да нет особо. Хорошо. Я сролюсь полностью. Осталось очень мало раундов, надо сролиться. Отлично. Просто на последние деньги мне упало яйцо, чтобы импресску в 2 звезды собрать. Вот смотрите, у меня сейчас... Почему я так делаю? Потому что у меня сейчас есть импресска еще сверху. Которая в 2 звезды, кстати, если что, я перекинул шапку. Во-первых, у меня 2 импресски, которые тупо керри. Которые с руки наваливают. Боже, как я его аннигилировал. Прощай. Прости, прощай. Я там и того чувака почти вынес. 1 хп у него остался, прикиньте. Это могла быть самая быстрая игра, если бы тупо на 1 хп больше его снес. Короче, у меня сейчас есть импресска. Она керри, которая наваливает с руки еще. То есть там 2 импресски у меня появляются. Одна перевоплощается, а 2 появляются сверху. Да, на инвокера я уже не соберу, можно от него отказаться. Не, ребят, это предначертано судьбой было сыграть на шаманов. Если еще и Расту в 3 звезду соберу, то забей. Напомню, что сумка Пандемена не влияет на перевоплощение шаманов. То есть то, что там показывает одну ценность, по факту это не так. Она перевоплощается как надо. Вот смотрите, оп, у меня еще одна импресска, которая наваливает с руки. Он 4500 с руки навалила. Еще и упал. Еще и рок войны упал. Ай-яй-яй. Ну, пусть будет это. Что делать? Пусть будет клевер. На тебе 2 клевера. Ой, какой красивый билд, ребята. Ну, это точно заслуженный лайк. Он раунд не переживет. Не знаю, что должно случиться, чтобы пережил раунд. Хотя не, знаю. Ему надо 9 магов поставить, но он этого не сделает. У него 6 магов. У него вообще странный билд там. Максимально. Все, забейте. Это конечное. Это тупо конечное. Боже, давно у меня таких классных игр не было, ребят. Вот именно вот настолько простых игр у меня очень давно не было. У меня обычно в играх какие-то киберкотлеты, которые, ну, им так фартит, так везет. Вот как вы видели там чувака на инсеках, который нашел 2 импресски себе, которые нужны ему были. Вот так вот постоянно. А тут что-то, ну как-то... Я слишком сильно на темпе пошел. Слишком хорошо мне пришло. Ой-ой-ой. Минус 36. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, как же это было жестко. Чел хотел сыграть на древних плюс гоблинах по дефолту, но что-то не вышло. Как же это было красиво, ребят. Это было очень красиво. Охренеть. Я до сих пор не могу, вот я до сих пор ну, не могу выйти из того ступора, потому что мне так хорошо все шло. Обалдеть, боже. Короче, вот вам шаманы. Я на лютом темпе только что был, но я хочу вас уверить в том, что на шаманах можно играть даже не на таком темпе. Можно играть на них просто
в обыденности, потому что я считаю, шаманов апнули из-за того, что шапку перенесли в первый тир, и солнечного шамана из четвертого тира засунули в третий тир. Ты можешь на ранних волшебниках сыграть, при этом позакидывать в каждого своего шамана шапку. И ты можешь этих шаманов пособирать даже в 3 звезды, даже если нету в пуле легендарных фигур, нету двух шаманов сверху. То есть ты тупо берешь, собираешь этих 3 шаманов, все, собрал их в 3 звезды. Расту собрал в 3 звезды. Шамана лавы собрал в 3 звезды. Солнечного шамана тоже собрал в 3 звезды. Для этого вам нужно просто 7-8 уровень. Все. И собирайтесь из шаманов, кайфуйте. Дальше просто через волшебников вы доставляете сильные фигуры. Антимаг, тайт, короче, любой контроль. Ну, из шаманов, на самом деле, еще раз напомню, легко контрить. Но на них очень просто играть. Вот, все, я вам показал, как я таких скилловичков повыносил. Да и уважение и почтение чуваку на 5-м месте. За то, что ему леший пришел с пандой. И за то, что он сыграл на полуорках. Он хотел сделать красиво, но тут каточка покрасивее. Ха-ха! Короче, напоминаю. Напоминаю. Второй канал, ссылка в комментариях, в Телеграме тоже, соответственно. Ну и что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях, естественно. Поставьте свой лайк, подпишитесь, кто не подписан. И у моего канала, как я уже сказал ранее, есть Телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!